Что еще чувствовал? Чувствовал, что что-то судьбоносное надвигается. А что может надвигаться на вас судьбоносное? Судьбоносная гармонизация отношений. Что он думал о тебе этой ночью? Общий расклад Таро на мысли, чувства, планы и действия загаданного мужчины или загаданного человека по отношению к тебе. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами посмотрим его чувства к вам этой ночью. Но, может быть, не ночью, может быть, в ближайшие дни или прямо сейчас. И не только чувства и мысли, но и возможные какие-то важные аспекты в ваших отношениях на сейчас. Итак, этой ночью он думал о тебе. Возможно, в очень каких-то глубоких своих переживаниях, возможно, наоборот, не в переживаниях, в каких-то позитивных эмоциях. Посмотрим, в общем, эмоциональный фон. И первое, с чего мы начнем, друзья. Первое, вот давайте посмотрим, что нам подсвечивает. Что нам подсвечивает. Ну, смотрите, чего он боится больше всего. Он думал, в первую очередь, чего-то он боится. В ваших отношениях. Он в первую очередь думал о своих страхах. Чего боится? А боится, что ваши отношения кто-то сглазит, поэтому, возможно, он и не сильно афиширует ваши отношения с вами или себя с вами, да, или вас с ним. Ну, в общем, вашу пару он не хочет. Поэтому он не хочет, чтобы на ваших отношениях был сглаз. Поэтому он, может быть, и прячет вас, ваши отношения подальше от чужих глаз в том числе, ну и от негативной энергии, так сказать. Какие мысли еще у него были? Думал, что есть серьезные проблемы. И думал, что у вас в отношениях может быть тупик. И смотрите, заходит со страхов, да, какие карты выпадают сегодня. Заходит со страхов и с проблем. То есть этот человек может еще и бояться проблем как таковых, поэтому ему проблемы не нужны с вами. В чем суть проблем у него? Проблемы этот ваш партнер, он высасывает как бы с одной стороны из пальца, но с другой стороны он опять-таки не хочет, чтобы что-то тайное стало явным. То есть что-то не должно открываться. Поэтому все-таки вот то, что он не хочет афишировать отношения, да, боится, чтобы не вышла тайна ваших отношений на поверхность, оно так и есть на самом деле. Ну окей, давай смотреть дальше. Какой-то он у вас таинственный, ваш партнер, да? Ну не таинственный, а шифруется, да? Что еще думал? Думал о любви. Думал о любви и думал о том, что когда он о вас думает, то не только он боится что-то показать, хотя он может и боится еще и открыть свои чувства пока что, но и думал о том, какое может быть между вами и ним будущее. Вот давайте посмотрим, что хорошего он думает о будущем. А он думает, что у вас все будет огонь. Но, опять-таки, он думает о том, что энергия ваших отношений еще проявит себя. И он думает о том, что сейчас, если что-то даже вам и мешает, то потом в будущем будет все классно, все огонь, все замечательно. Ну и на будущее с вами он, думая о будущем с вами, он чувствует тепло. Чувствует тепло во всяком случае. Окей. Давайте дальше посмотрим, что еще думает. Немножко беспокоится он. Есть у него беспокойство. И давайте посмотрим по поводу чего. Да? То есть он думал о своих беспокойствах. Первые два беспокойства у него как минимум связаны со сглазом, какими-то темными силами, и чтобы о вас никто не узнал. Что еще его беспокоит?
Но его беспокоит, возможно, он вас ревнует. Это соперник часто. Смотрите, жрец – это мужчина всегда. А учитывая то, какой у него жезл, у этого жреца, то может вас ревновать к какому-то другому партнеру. Здесь, кстати, король трефовый. А король трефовый – это тот, кто прячется за облаками. Поэтому, смотрите, здесь такая ситуация, что мужчина может вас подозревать в чем-то. И первая карта о подозрениях. Глаз тут есть, он никуда не делся. Поэтому его тревожит наличие соперников и ревность. Тревожит его также. Что еще думает? Ну, я думаю, что он чувствует какую-то вашу хитрость. Но вы ж как бы знаете, вы ж не палка, да, это знаете как анекдот. Кто такой не палец? Это тот, кто создан с помощью не палки и не пальца, да, но вот вы вышли с сад, да, то есть он чувствует, что думает о том, что вы его в чем-то обманываете. Вот в чем он вас еще подозревает, да, вот если не ревность, да, то в чем еще он вам не доверяет, да, вот обман в чем? Но вы с ним где-то, может быть, он считает, где-то вы не искренне. Почему про искренность? Давайте, метла – это что-то нечистое. Может, кстати, подозревать вас в том, что от вас идет какая-то магия. Ну, тут жрец. Давайте пока что подозревает он вас в неискренности. Но не будем трогать магию сегодня. Ну, если она выпадет, будем уже озвучивать. Тут с глаз все равно уже выпал. Что еще думал о вас ночью? О чем еще думал? Ага, думал о серьезных проблемах и трудностях. Думал о судьбе. Так вот, как он видит эти серьезные проблемы, трудности и судьбу? Как он видит решение этих серьезных, может быть, даже каких-то кармических задач, да? Ну, знаете, глупым вашего партнера назвать нельзя. Он понимает, что любые испытания, которые ему идут, они идут ему не просто так. И они даны ему и вам в этих отношениях для того, чтобы вы становились сильнее, мудрее, опытнее и прозорливее. Хорошо. Ну, судя по мыслям его, человек не глупый. То, что я вот здесь прочитал. Человек не глупый. У него очень хорошо развита интуиция на вашу ложь. Поэтому будьте осторожны, если врете ему. Ну, он это чувствует. Сейчас, конечно же, вы сами скажете, что вы никогда не врете. Я же в этом и не сомневаюсь. Я просто говорю о том, что если вы ему врете, он чувствует, у него интуиция на лису. На рыжую особенно. Если что. Ну так вот, жрец здесь есть, очень ревнив, да, и может, знаете, вот этот человек может страдать либо комплексом Наполеона, где он маленький, и ему надо как бы доказывать, что он такой сильный, брутальный, да, либо наоборот у него мания величия, и неважно какого он роста. На будущее думает, что все хорошо будет. И как-то оно вот трансформируется. Огонь – это трансформация. Ну и может страдать различного рода паранойями, маниями преследования и быть достаточно суеверным. И мало того, здесь есть жрец, как вас он может подозревать в том, что вы на него колдуете, так и вы тоже можете смело подозревать, что он не просто так парень, а какой-нибудь, может быть, даже и такой колдун, что ли, не знаю. Тут король туч очень такая интересная личность. Окей. А теперь давайте его чувства по отношению к вам ночью. Ну, чувства у него пока что холодности к вам. И он надеется, что пламя между вами разгорится. То есть он в каком-то, знаете, вот таком состоянии транзитном. Вот, слышите, в транзите в каком-то. Почему он к вам холоден? Или почему его чувства далеки от вас? И знаете,
не всех стихий хватает. Не хватает огня. Вот он надеется на огонь. Возможно, есть вода, есть чувства. Возможно, есть ветер, есть мысли. Возможно, есть земля, есть деньги, почва. А огня нету планов еще, нету намерения, нету структуры. И, может быть, нету еще той алхимии или той магии, которая может возникнуть между вами. Хорошо, давайте дальше посмотрим, что еще чувствовал к вам, какое ощущение. То есть он может чувствовать, что он охладевает к вам, да? Замерзает, так сказать. Но при этом он ищет этот огонь. Неплохой, признак, в принципе, как бы неплохой, да. Что еще чувствовал? Чувствовал, что что-то судьбоносное надвигается. А что может надвигаться на вас судьбоносное? Судьбоносная гармонизация отношений. Смотрите, сегодня карты как падают, да, не обязательно плохие тут в этой колоде карты. Тут где-то 50 на 50, да. Как в любом, как в жизни, да. То есть, смотрите, по судьбе он чувствует, что можно эти отношения наладить. То есть, он надеется на то, что прояснится ситуация. Сверху день, видите, над вот этими двумя картами. И проблемы, которые между вами есть, они как-то решатся, да. Как, это уже второй вопрос, да. Следующий вопрос. Давайте посмотрим. Что он чувствует по поводу планов на будущее? Вот они, планы. Он чувствует, что есть, видите, вторая метла подряд, и они, в принципе, очень рядышком здесь, относительно близко, почти рядом, можно сказать. Что он еще чувствует? Что чувствует, что что-то есть, что что-то идет не так, что что-то лишнее. И вот эта метла, она у него и в голове, и в мыслях, и в чувствах. Метла, я говорил, он вам не доверяет, получается. А здесь внутри, что его раздражает по поводу вас? Давайте посмотрим. Что-то есть с голосом. Не знаю, голос, частота какая-то. Вы на разных частотах. Звоночек – это не только голос, не только звук. Звоночек – это еще частота. Поэтому, смотрите, может быть, вы намного духовнее его. Может, он духовнее вас. Это частоты. А так голос – это, смотрите уже сами. Может, вы там, не знаю, кричите, поднимаете голос. Или действительно какие-то у вас акценты есть на что-то. Но это именно звук. Раздражает именно звук. Поэтому вы на разных частотах. Здесь звук, может быть, не хватает не только огня, но и не хватает еще и воздуха. Или воздух какой-то другой. То есть он вас слышит немного, давайте так скажем, он вас слышит на таких частотах, что его действительно или триггерит, или вымыкает. Может, вы слишком тихи, может быть, вы наоборот слишком громкие. Но я говорю о частотах, а частоты у колокольчика высокие. Поэтому высоких частот здесь, наверное, больше, чем низких. Хорошо, давайте посмотрим. Здесь есть рыбы. Что он чувствует, что вы скрываете? Что, по его мнению, подсказывает его сердце о том, что вы скрыли от него? Он чувствует, что вы храните какую-то тайну. Здесь, смотрите, рыбы – это тоже часто о чем-то скрытом, да, и рыбы – это может быть, о загробном мире, может быть, оно крайне косвенно. Поэтому, как минимум, он чувствует, что вы скрываете какую-то тайну, которую готовы забрать прямо с собой на тот свет, да, или в могилу унести. То есть он чувствует, что есть у вас тайна, говорить о которой вы не готовы, не хотите, да? Не можете, может быть. Что еще чувствует? Чувствует легкие волнения, хорошая, такая легкая карта, но волнения. И из этих волнений по поводу вас самым главным волнением является
что кто-то пытается вам что-то испортить, эти отношения. Может быть, магическим способом, потому что сглаз здесь все-таки есть. Ну, а может быть, что кто-то хочет навредить. То есть, как минимум, если он не верит в магию, а он, скорее всего, тут как-то верит, он пытается, чтобы никто не влез своим носом, да, и не распускал сплетен, и не чирикал по поводу ваших отношений. А с другой стороны, он не хочет, чтобы вас сглазили. Поэтому вот так вот. Что еще чувствует по поводу вас? Ну, смотрите, он чувствует, что вместе с вами, вот когда он в обществе, в окружении, ему классно, он радуется. То есть для него эти отношения, они, он кайфует от этих отношений. Он кайфует от вас, от себя в отношениях. То есть ему нравится это. И этот кайф, он для него какой? Он для него рост. То есть он когда вместе с вами, тогда он растет как сад. То есть вы для него руна Беркана, имейте это в виду. А он с вами руна Тивас, стрела или жезл в руках этого мага. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. У нас еще этих 6 замечательных карт, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Его планы на будущее. Ну вот, реальные планы на здесь и сейчас. Реальные, да, не вот теоретические, которые он там хотел бы, да. Его реальные планы на будущее – преодолевать трудности и препятствия в ваших отношениях. И это для него вопрос практически жизни и смерти. То есть он будет биться или драться, но не насмерть, давайте так скажем. Он хочет преодолеть то, что прямо даже, возможно, непреодолимо на здесь и сейчас в ваших отношениях. Поэтому его планы – преодолеть самую сложную преграду в ваших отношениях. Дальше смотрим. Это планы. А что он будет делать по-настоящему? Он с вами свяжется, он может к вам приехать или пригласить вас к себе. И это судьбоносная будет встреча. То есть в планах у него по отношению к вам судьбоносная встреча. Прекрасно, почему бы нет? Если вдруг между вами конец или пауза, да, пауза, точнее, или ссора, извините, да. Если вдруг между вами ссора, давайте так, готов ли он вас потерять? Но только при одном условии, даже при 2 условиях. Если вы вдруг ему очень сильно, как говорится, нагадили в душу, крысы, но высшие силы, возможно, как-то подкорректируют этот процесс сближения его и вас. Поэтому готов ли он вас потерять? Да, готов, если вы очень сильно его зацепили. Но высшие силы, скорее всего, станут на его пути. Да, то есть они будут ему как бы помогать вас не потерять. Но у меня такое ощущение, где-то вы с ним не искренне. Все-таки вот у меня сложилось это из потока, и все, хоть ты убей, вот такое ощущение, да. Видите, Харон и коса, Норны, смерть, да. То есть, давай так скажем, готов ли он вас потерять? На все воля духа, как говорится, да, или воля Божья, как хотите называйте. Но высшие силы, скорее всего, этого не допустят. Если ты считаешь, что это так, напиши в комментариях. 184 высшие силы не допустят того, чтобы он меня потерял. Хорошо. То, что он готов вас как бы возвращать, я вижу, даже сквозь препятствия. А чего он никогда не сделает? На что он никогда не пойдет? Может быть, он не пойдет, знаете, решать проблемы за вас, он не будет. Почему-то у меня такое. И, может быть, не подарит вам ключи от своей квартиры. Особенно, если там лежат деньги, да. Но, смотрите, это ключи от дверей. То есть, он не пойдет на открытие каких-то дверей
С чем связаны? Давайте смотреть. Но вы знаете, он не пойдет на открытие дверей в темноту какую-то. Черное зеркало обычно и про магию, и про реальности какие-то не, альтернативные, не очень чистые. Я скажу так. Скорее всего, он на вас не будет магичить по-черному. То есть он не откроет черный ящик Пандоры, да, именно вот в таком, в черном стиле, да. То есть или не сделает вам чего-то плохого в эзотерическом аспекте. Поэтому, да, мы его можем подозревать в том, что он магичит, но не делая вам плохо при этом. Но оно сейчас может неплохо, а в перспективе стать плохо. Пока на здесь и сейчас он не хочет вам сделать ничего плохого, в том числе путем сглаза, например, или какой-то там страшной черной магией, колдовством. Неплохо, пока неплохо, расклад очень хороший. Давайте дальше посмотрим. А что вот он, например, написал, да, думал об этом, или чувствовал это, или там сидел, писал там вам какое-то письмо, и вдруг стер это, да, по какой-то, или сжег, или подумал об этом, а потом такой, лучше бы я об этом не думал. Да. А здесь о долготе и перспективах, то есть он надолго что-то подумал, что надолго, а потом не подумал назад. Что это надолго, о чем это надолго? То есть он думал, что будет долго кольцо, а потом подумал, нет, кольцо будет быстро и скоро. Поэтому расклад-то какой? О сближении вашем на самом деле. То есть он сперва думал, что буду долго вас изучать, а потом подумал, а что долго изучать? Надо как-то побыстрее. Кольцо. И последнее. Знаете какая? Вы же уже, наверное, догадались. А будете ли вы вместе? Что для этого нужно? Нужна ваша честность, ваша женская честность, искренность, открытость, свежесть, желание быть честным с самой собой, открытой с самой собой, свежей, освеженной, без негатива какого-то, в том числе и магического, с закрытыми дорогами назад, с открытыми дорогами в будущее, с отвязками и так далее. Да? То есть вы должны как букет быть. Букет Молдавии. Может быть, какой-то другой, да, страны. Но вы должны быть цветущие и пахнущие. А для этого нужна энергетика высокая. И чего не должно быть у вас еще? И у вас не должно быть убывающей луны. А убывающая луна – это та самая луна, на которую делаются все чистки, отвязки, и в который уходит, в период, в который уходит весь негатив. Поэтому готовьтесь к кольцу, готовьтесь к свежести, готовьтесь к своему новому роману, к своей новой жизни и матрице судьбы. Тем более, что он постоянно думает о вас, думает, как преодолеть все преграды по поводу вас. Этот человек и есть. Главное не быть убывающей луной.